Так, ну что, закончился International, да, хотел сказать 4-й день, но закончился полностью International. А Ньюби чемпионы, Ньюби выиграли 5 миллионов в довольно уникальном финале, если сравнивать его с прошлогодним, с позапрошлогодним. Ну, хотя сравнивать бессмысленно, да. Дота меняется. Что ты думаешь? Вот вы там много чего говорили, я вас просто не слышал, аналитики. Вот общее мнение о финале. На самом деле за Вичи Гейминг я болел почти с самого начала, то есть я еще, если ты помнишь, когда мы с тобой делали предсказания на турнире, я сказал, что Вичи Гейминг, если бы мы смотрели на Доту полгода назад, я бы сказал, что это уверенный топ-2. А потом я сказал, что вот сейчас у них там не очень, и поэтому, скорее всего, топ-8. Но, как оказалось, мой первый прогноз был правильный. Да. И мне говорить, вот то, что первый, мне очень приятно было смотреть за тем, как играет Вичи Гейминг. Действительно, отчасти артстайловская дота, возвращается такой пуш, агрессия, битвы, драки, зарубы. Это все, конечно, круто, но я почему-то на гранд-финале, несмотря на то, что он мне очень понравился, ставил себя на мысли, что вот такого эпика, который был в прошлом году, у меня нет. Ну, я болел за Вичи. Давай я вот сейчас скажу одну фразу. Вот я ее уже написал в Твиттере, что если мы, и если зрители будут сравнивать все гранд-финалы с прошлогодним, это глупо, потому что такого, как в прошлом году, его больше никогда не будет. Вообще никогда. Но тут, скорее всего, не дело даже в играх, а в том, что команда, за которую я действительно там очень сильно переживал, я в прошлом году просто неистово топил за Альянс, но у меня такого у меня к Вичи Гейминг не было, и то, что они проиграли, я не особо расстроился. Финал был хороший, мне понравился. Но вот сказать, что я это запомню навсегда, вряд ли. Ну вот сейчас много в интернете разговоров, да, вот сразу после матча, там просто полилось нереальные тонны о том, что ой, унылая дота, неинтересная дота. И вот я на камеру хочу сказать свое мнение, что наша публика, она всегда очень много ноет, когда фармит Нага 80 минут, когда фармит Тинкер 80 минут. Вот эта дота, которая сейчас вот происходит, то есть 20 минут и все понятно, по-моему, вот такой дота и должна быть. Да, я полностью согласен, Нага это нехорошо. Ну и Тинкер, в принципе. Нет, Тинкер хорошо. Представь себе Нагу в этом пике. Я представляю себе Тинкера, я могу сказать, какой Тинкер мне нравится. 2012 год, Admiration, лазер, ракетки. Туда полетел, никаких машинок, ничего этого, просто ракетки, лазер, убиваешь, даггер, форстав, тогда еще форстав на Тинкере собирался. Но вот это был крутой Тинкер, тогда сказать, а вот кого я не люблю, это тебя, Сокс. Ты с командой Mortal Teamwork, или как вы там, MTV, на квалификациях на The International показали нам вот этого Тинкера, которого мы видим сейчас. Плохой, Сокс, плохой. Не стань кабанов, не играй Тинкером, Сокс, ты очень плохой. Ладно, в общем, маленький вопрос по поводу команды Ньюби. Тебя горело по поводу команды Ньюби с момента их инвайтов. Ты кричал, что это самый незаслуженный инвайт. Товарищ Xiao 8 на первом интернешнле был 12-м, на втором 8-й, на третьем... На втором он был третий. Да, на втором был третий. Нет, это не Xiao 8, это Sunshine. Он был 12-й, 8-й, 4-й, 1-й. Да, у Xiao 8 там тоже 3-й, 4-й, 6-й, 1-й. То есть вот Xiao 8 сейчас по средним достижениям лучший игрок за всю историю Доты. Что ты на эту тему можешь сказать? В прошлом году он был 9-й и 12-й, их выбили Liquid, LGD, так что... до этого было 4-й. Но на втором... Я не помню, вот я про первый вот реально не помню. На втором, да, они заняли 3-е место. Это была тоже команда LGD. LGD на первом интернешнале я реально не помню. Я мало вообще помню. Он там, по-моему, играл, я не помню, то ли за Тайлу, то ли за AGY, что-то такое, не помню, за кого он играл. Ну, в общем, результат все равно был не очень хороший. Ну, по поводу необъективности, я никогда не говорил, что Ньюби это плохая команда. Я никогда не говорил, что Ньюби там не смогут что-то показать. Я просто сказал, что это незаслуженный инвайт, потому что состав был собран за 2,5 месяца до International. Да, вы можете сказать, что там 4 человека из Тонгфу. Но, если вы вспомните весь 2013-2014 год после International 3, вы помните, что и Хао, и Му, и Xiao 8, и Банана, и Саншенк, они все были в разных коллективах. Они поуходили в IG, во все, коллективы, где они только не были, и просто они собрались с тем же составом, в котором они фактически были на третьем International за 2 месяца. Понятное дело, от безвыходности им дали инвайт, потому что не было других. Я серьезно. Рокскис. Я до сих пор считаю, что дали им от безвыходности. Да, они чемпионы, они молодцы, я за них очень рад,
Ну, Ясно. я от своих слов не отказываюсь. Общие впечатления о Интернешнале и маленький прогноз в плане развития меты, в плане развития пика, в плане развития дота-сцены. Вот что думаешь? У нас такое интервью внезапно. Не, ну я сейчас скажу, что я думаю. Хорошо. Да, хорошо. Но по поводу впечатления от International, я думал по приезду в Киев на самом деле написать блог. Причем блог не в очень хороших тонах, потому что на самом деле я очень сильно устал на International. Мне сейчас до сих пор очень обидно, потому что большинство задумок, которые я хотел сделать на фильм, который я сейчас делаю, у меня не получилось сделать из-за того, что действительно график был очень загруженным. Я не рассчитывал на то, что я действительно буду по 14, по 12 часов в день быть занят. Просыпаюсь в 6 утра. Я после второго дня мейн-ивента The International я пришел в номер, помылся и отрубился. Мне так хреново не было никогда в жизни. Вот никогда. Это было очень выматывающе, поэтому я еще напишу блог, расскажу, что мне именно не понравилось. Но сам International, если рассуждать с точки зрения работы, мне понравилась аналитика, прикольная штука. Мне не понравился стол. Стол был как парта. Если бы он был вот угловатый, как у Ты не видел 4-го, да? Я не видел 4-го, я и 3-го на самом деле не всегда видел, но это проблема вот таких столов, а вообще все очень круто, и развитие киберспорта, несомненно, будет. Ну, посмотрим по первым турнирам, сколько соберет StarLadder. 10-й сезон, опять же, краундфаундинг у нас по-любому же должен быть наверняка. И интересно, какой вброс будет от комьюнити в призовой фонд. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, я от себя скажу, что у меня тоже очень сильно полыхало первые дни, ты в курсе, да, по поводу нашего комментаторского места, потому что посадили нас. Ну, все зрители, я думаю, знают, посадили нас на бэкстейдж, мы сцену не видели, мы зрителей не слышали, и это очень-очень плохо, мы не видели большой экран, то есть не было возможности смотреть на вот эту быструю статистику, на разные другие вещи. Это очень плохо, то есть с точки зрения организаторской. Ну, вообще, Ки-Арена, конечно, крутая. У меня была возможность посмотреть только одну игру из зала. Когда я вчера пришел к вам на аналитику, я посидел просто в зале, и это, это настолько эпично, что вау. Я знаю, что в этом году, только в этом году, как минимум, будет еще один ивент на стадионе. Он пока секретный, я не скажу где. Нет, два, оба секретных, и я не скажу, где они будут. Скажу только, что это не в Европе, к сожалению. И я уверен, что это будут большие стадионы, это будет эпично. Я очень хочу, чтобы StarLadder проведен был в таком месте, например, Киевский палац спорта какой-то, или, не знаю, Дворец спорта Сокольники в Москве, ну, что-то такое. Потому что, ну, Дота уже идет в эту сторону, да, вот сейчас что-либо, кроме стадиона, уже будет у людей вызывать как-то, ну, это как ты первый раз в жизни летишь на самолете, попадаешь в бизнес-класс, все остальные перелеты тебе будут казаться каким-то сущим адом. А вот это будет скоро, да, очень. Мы знаем этого человека. Мы знаем тебя. Да, так вот, по поводу доты самой, ну, я очень хочу, чтобы она стала вот такой, как играет Вичи Ньюби. Я очень хочу, чтобы все играли по 25 минут. Я очень хочу, чтобы пофиксили Нагу. Я очень хочу, чтобы ее иллюзии перестали работать в большом радиусе, или чтобы на них не работал радианс, или чтобы что-то такое. Я очень хочу, чтобы ушло из игры вот это вот тимфарм, стояние и так далее. И я думаю, что вот такие матчи, вот как здесь финал, да, они очень сильно будут воспламенять задницы фанатов, в частности, в СНГ, потому что фанаты в СНГ вечно недовольны. Ну, а тут две китайских команды, которые сыграли за 4 карты. За 4 карты они даже 80 минут, ой, не, 80 наиграли. Там 82, по-моему, минуты в сумме длились 4 карты. У нас там ДК играли 82, одну карту с кем-то, а тут весь гранд-финал так. То есть, да, у людей будет гореть, но люди с утра завтра проснутся и поймут, что, ну, это новая эра, это новая дота. И все будет по-новому скоро. Ладно, дальше. Когда фильм? Ну, фильм... Факер, где фильм? Я вот говорю, я напишу обязательно блог по этому поводу в Киеве, когда буду. Но вообще, если у меня все получится, я вот сейчас на стадии завершения всех интервью. Остается 2 дня до вылета в Киев. Но я думаю, я успею снять все интервьюшки, которые мне нужны. Приезжаю, отдыхаю пару дней, плотничком играю в доту. Недостаток доты в крови зашкаливает именно игры. Поиграю немного в доту и начну клепать сценарии, общаться с композитором. И я думаю, к 10-му сезону StarLadder, если с музыкой нет, не так быстро, то к 11-му сезону StarLadder, я думаю, будет все. Напомню вам, что, ребят, 10-й сезон StarLadder стартует уже в конце августа.
Очень скоро будут детали, очень скоро вы будете знать точную дату старта, кто будет играть. Мы точно знаем, что будут играть и Newbie, и Vici Gaming. Это факт. Это уже подтвержденный факт. Так что, может быть, мы их увидим и на финале StarLadder, и повторение битвы. В любом случае, это был The International 4 на протяжении 15 дней здесь, на протяжении 20 дней в Киеве. Для вас работала огромная бригада русскоязычного освещения. У нас было более 20 человек. Мы только на один YouTube-канал StarLadder залили более 60 разных видосов, не считая вводов. Плюс, конечно же, куча видосов у Марфана про доте. Именно вот это вот видео, посмотрите, с мамой Артизи, где... Хорошее интервью, кстати. Я даже показывал то ли Лёше Соло, то ли еще кому-то, как развивается поза Марфа со временем интервью. То есть, если вы посмотрите вот реально с топ-кадрами, сначала он сидит так нормально, а потом начинается вот этот сплыв такой... И в итоге ноги такой, оп! Да. Ладно, мы шутим, конечно, в любом случае, да, Navi Gaming канал PRB-шка здесь работал, даже иногда делал вид, что работает наш монтажник Игорь, который, наверное, вырежет то, что я сейчас скажу, а может быть и нет. Ну, конечно же, наши операторы, журналисты и так далее, мы все для вас старались показать этот International как можно лучше, надеюсь, вам понравилось, если что не понравилось, пишите в чатике, а лучше подписывайтесь на наши твиттера и пишите в твиттера. Так понадежнее и так далее. Мы вернемся в эфир, не знаю, с дотой не скоро, потому что в ближайших 3 недели... Да, 3 недели ничего не будет происходить вообще. Так что ждите нас уже в середине августа с дотой. Ну а пока шпильте в доту, смотрите повторы International, подписывайтесь на нашу YouTube-страницу, на наши ВКонтакт-страницы, Facebook, Twitter. Мы будем разыгрывать много добра, привезенного с International. Ну, я-то точно, мне это нафиг все не надо. Ну и... Ждем самого интересного. Team Reshuffle. Давай, где ванскор? Быстро. Сейчас Блиц с Иваном будет. Ванскор. Нави. Соло. Нави. Resolution. Empire. Fly. Empire. Хвост. Нави. Маг. Как же эта команда называлась? Дред. Подожди, Тим Харьков. Дред. Релакс. Арстайл. Релакс! Не. Да. Не, никто не знает это. Ладно, Team Reshuffle начинается, начиная с этого момента. В наших твиттерах будет тонна инфы по поводу Team Reshuffle. Начинается самое веселое время в доте. И для нас самое интересное, останется ли Бернинг на этой самой доте. Все остальное, в принципе, неважно. Это был Факер и Вилат. Это был The International 2014 из Сиэтла. Пока-пока. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.